Сегодня у нас в меню лапша быстрого приготовления. Если у вас корейский рамен, то имейте в виду, что он больше и толще, и достаточно будет на каждое блюдо одной пачки. Поскольку этот рамен, который у нас на рынке продается, он как бы по размеру меньше и тоньше, то буду использовать на каждое блюдо по 2 пачки. И в итоге 4 пачки всего на все сегодняшнее меню. И начинаем мы с первого блюда. Это сладкая закуска из лапши из рамена, из лапши быстрого приготовления. Для этого мы должны будем нагреть сковороду с растительным маслом 3 столовые ложки и распределяем масло по сковороде. После этого мы разламываем лапшу руками на куски среднего размера. Она по-любому будет крошиться, корейский рамен будет меньше крошиться, та лапша, которая продается у нас, будет крошиться больше, это неизбежно. И, как я и говорила, на 2 упаковки в общей сложности имейте в виду, что 110 грамм на приведенные пропорции данного рецепта. Теперь мы начинаем готовить лапшу. Мы жарим ее на среднем огне до золотистого оттенка, желательно все время помешивая. Если боитесь ее, как сказать, переготовить, чтобы она не подгорела, то готовьте на медленном огне. И когда у нас появился золотистый оттенок легкий, мы добавляем сироп. Я использую сироп агавы, в Корее использую кукурузный сироп или рисовый сироп. В общем, олигосахарид нам нужно 3 столовые ложки. И перемешиваем, как бы покрываем сверху лапшу вот этим самым сиропом. Также нам, перемешав, нужно будет добавить еще 1 столовую ложку сахара. Можно использовать белый сахар, можно использовать коричневый сахар, это не важно. И все это мы хорошо перемешиваем и продолжаем, собственно говоря, готовить. Если были крошки, они по-любому будут, то они будут готовиться быстрее. Поэтому как только они достигли золотисто-коричневого цвета, их лучше убрать, иначе они подгорят. И периодически придется их вот так вот вынимать. Но мы продолжаем жарить, помешивать до темно-золотисто-коричневого цвета все наши большие кусочки. И когда это произошло, собственно говоря, блюдо готово. И мы снимаем его с огня и сервируем на ту тарелку, выкладываем на ту тарелку, на которой будем это подавать. Как я и говорила, это просто-напросто закуска. Это очень вкусно. Я не скажу, что это полезно, это вредная еда, но она вкусная еда, поэтому если иногда, я думаю, можно такое съесть. Здесь способ приготовления, и прежде были приведены все необходимые ингредиенты. А сейчас мы переходим ко второму блюду, это лапша с молоком, рамен с молоком. Да, такое тоже бывает. И для этого нам что понадобится? Мы нагреваем воду, доводим ее до кипения, также подготовим какую-нибудь емкость, дуршлаг или железное сито. И когда вода закипела, мы кладем туда лапшу рамен 1-2 упаковки, в общей сложности 110 грамм на все приведенные пропорции, и отвариваем лапшу до ее готовности на 80%. То есть она не должна быть в данном случае совершенно абсолютно уже готовой, иначе она разбухнет. И когда мы это сделали, мы должны вынуть лапшу и дать ей немного оттечь. После этого мы перекладываем лапшу в кастрюльку и заливаем ее молоком. Молоко нам потребуется в объеме 50 мл. Молоко 2,5% жирности, 2,5, 3 или 3, неважно. Заливаем молоко и добавляем 1 суповой пакетик от лапши, тот, который, собственно говоря, всегда лежит в упаковке. И добавляем красный молотый перец чили. Если у вас корейский перец, то вы можете положить 1 столовую ложку. Если у вас европейский перец, то лучше пол-столовой ложки, чтобы не было очень остро. Хотя молоко, оно, собственно говоря, понизит остроту, так или иначе. И теперь мы должны все это варить до закипания. Не забывайте, вы имеете дело с молоком, и оно, когда закипает, нужно держать глаз востро, чтобы оно не убежало. И когда все прокипело уже вместе, мы добавляем зеленый лук, мелко нарезанный 1 столовую ложку, и можно подавать это к столу. Просто наливаем в глубокую тарелку, как мы это делаем со своим обычным раменом, своей обычной лапшой быстрого приготовления, и все, подаем к столу. Когда сервируете, можно еще раз сверху посыпать тонко нарезанным зеленым луком. Вообще блюдо это, если честно скажу, на любителя. Даже в Корее есть люди, которые никогда так не ели рамен. Мне это лично
напомнила из детства молочный суп с лапшой, только острый. Если честно, его небольшой любитель, но один раз ради интереса можно попробовать. Здесь способ приготовления. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита!